Привет, друзья! Сегодня в Германии и Европе происходит что-то неимоверное. Правительственный самолет с министром иностранных дел Йоханом Вадефелем не смог вылететь, и дипломату пришлось лететь обычным рейсом. Почему это снова вызывает вопросы о состоянии немецкой авиации? А в Баварии признание от премьер-министра Маркуса Зёдера. Он отказался от бега и рассказал, как теперь поддерживает форму. Параллельно в финансовом секторе Германии Бундесбанк подтвердил подлинность всего золотого запаса страны, а эксперты выражают обеспокоенность возможным отставанием Германии от Китая в производстве аккумуляторов. Тем временем растет число отказов в убежище для граждан Сирии, и канцлер Фридрих Мерц готовит новое решение. А на международной арене неожиданный шаг. Дональд Трамп, он дал Виктору Орбану особое разрешение на поставки нефти и газа. Все эти последние новости часа разберу прямо сейчас, буквально за несколько минут. Итак, министр иностранных дел Германии Йохан Вадефель вынужден был срочно изменить маршрут своей поездки в Южную Америку из-за технической неисправности правительственного самолета. Ему пришлось лететь регулярным авиарейсом. Первоначально Вадефель должен был лететь из Гамбурга на саммит Европейского Союза и латиноамериканско-карибского государств в Колумбии, однако заявлено, что расстояние в пути не позволит использовать воздушное судно, предназначенное для правительственных делегаций. У самолета авиакомпании возник технический дефект. Теперь министр отправляется в Колумбию на обычном коммерческом рейсе. После этого запланирован вылет из Южной Америки в Канаду, где ожидается участие во встрече министров иностранных дел G7. Этот инцидент вновь поднимает вопрос о работоспособности правительственной авиации Германии и, внимание, о том, насколько подготовлена инфраструктура для зарубежных визитов высших дипломатов. В условиях, когда Германия сегодня стремится усилить свое международное присутствие, такие сбои становятся серьезным репутационным вызовом. Следующая новость проливает свет на жизнь известных политиков Германии. Премьер-министр Баварии и глава партии Христианско-социальный союз Маркус Зёдер признался, он больше не занимается бегом. Причина – исчезнувшая мотивация и отсутствие желаемого эффекта бегового кайфа. Зёдер рассказал, что раньше регулярно пробегал по улицам Нюрнберга, но со временем понял, что бессмысленно метаться. Сейчас он предпочитает велосипед с электроприводом и плавание. Именно такие активности стали частью его новой личной программы физической активности. Во время беседы Маркус Зёдер заявил, цитата, «Когда тебе 58 лет, ты лучше ищешь результативные тренировки вместо бесконечного бега. Интересно, несмотря на советы перейти на более легкую диету и уменьшить употребление мясных продуктов, Зёдер отстаивает свою любовь к традиционной кухне. Он смеется, цитата, «Меня можно не назвать веганом, я люблю хорошую домашнюю еду, просто потому что я голоден». Теперь мы знаем отношение Маркуса Зёдера к спорту. Следующая новость связана с обсуждением финансовой безопасности Германии. Германия официально подтвердила, что ее золотой запас полностью в наличии и настоящий. Общий объем золота Бундесбанка составляет, внимание, около 3350 тонн. Часть запасов хранится в Нью-Йорке, в Федеральном резерве Соединенных Штатов Америки, большая часть во Франкфурте, а остальное в Лондоне. Президент Бундесбанка Йохим Нагель и министр финансов Ларс Клинвальд заявили, что золото регулярно проверяется, сверяется с бухгалтерскими данными и полностью соответствует учетной документации. Золото хранится за границей для диверсификации и безопасности, чтобы снизить риски в случае кризисов. Несмотря на рост цен на золото, за последний год продажи не планируется. Эта проверка и официальные заявления должны развеять те слухи и сомнения о сохранности немецких резервов, подтвердив их подлинность и доступность. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии высказывают опасения по поводу отставания в производстве аккумуляторов для электромобилей. Эксперты предупреждают, что если страна не нарастит собственные мощности, Китай полностью захватит лидерство в этой ключевой технологии. Профессор Хайнер Хаймес из университета имени Рейнско-Вестфальского технического университета в Ахене отметил, что Китай сейчас опережает Запад примерно на 20 лет в производстве высококачественных аккумуляторных элементов.
В Германии крупные проекты сталкиваются с проблемами. Завод Northvolt в Шлезвиг-Гольштейне, вы знаете, закрывается, а дочерние предприятия Porsche по производству аккумуляторов работает с трудностями. Хаймес предлагает два решения. Государственная поддержка немецких производителей для снижения стоимости продукции и создания полного производственного цикла аккумуляторов в Европе, то есть от ячеек до сборки готовых батарей. В Северном Рейне-Вестфалии уже работает исследовательское производство при поддержке федерального и земельного правительства. Если Германия не примет меры, страна может утратить позиции в ключевой технологии зеленой, скажем так, экономики, а азиатские компании смогут укрепить свое влияние на рынке. И это только начало. В Германии внезапно выросло число отказов в приеме на убежище для граждан Сирии. В октябре зафиксировано, внимание, 1906 первичных отклонений заявлений, тогда как за все первое полугодие только 163. Решения принимались Федеральным ведомством по миграции и беженцам. В официальном заявлении ведомство отметило, в последнее время суды все чаще подтверждают отказные постановления для молодых трудоспособных мужчин сирийского происхождения, если нет индивидуально подтвержденных обстоятельств личной небезопасности. Изменения связаны с пересмотром оценки ситуации в Сирии, где обстановка по данному отчету остается неопределенной. В правительстве Германии канцлер Фридрих Мерц заявил о намерении рассмотреть возможность возвращения граждан Сирии при соблюдении определенных условий. Таким образом, число таких разрешительных решений резко сократилось, а ведомства и суды все чаще стали выносить отказные постановления, что свидетельствует о смене курса и политике приема и защиты. А дальше еще интереснее. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предоставил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану внимание, исключение на 1 год из санкций на российскую нефть и газ. США официально подтвердили, что в Венгрии разрешено продолжать закупки этих энергоносителей, несмотря на действующие ограничения. Орбан отметил, что отказ от российского сырья мог создать серьезные вызовы для экономики Венгрии. Встретился с Трампом в Белом доме, где просил об особой помощи. Трамп отметил, что учитывает положение Венгрии, которое, по его словам, не имеет выхода к морю. Напомню, ранее Венгрия получала около 86% нефти и 74% газа именно из России. Международный валютный фонд отмечал, что сокращение поставок может снизить ВВП страны более чем на 4%. Предоставленное исключение означает, что Венгрия получает дополнительный запас времени для адаптации своей энергетической системы. При этом решение вызывает вопросы у союзников по Европейскому Союзу. Для них этот шаг Соединенных Штатов Америки воспринимается как исключение из общей санкционной политики. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.